Ученый раскрыл ДНК Путина и был арестован. Нашего всеми любимого президента в России уважают и ценят, как кажется на первый взгляд, ведь только и говорят по телевизору, какой он хороший, но случай с ученым из Дубны дает нам право усомниться в Владимире Владимировиче Путине, что скрывает наш покорный слуга, зачем он прячет двойников и что такого натворил ученый, что его пришлось арестовать на несколько лет, а также он взял подписку о неразглашении всех материалов дела. Я хочу, чтобы все оставалось в тайне, и просто расскажу вам одну историю, которую поведали близкие того самого ученого из университета Дубны. Допустим, его буду звать Олег, имя и фамилия мы, естественно, скроем. В связи с опасностью расследования этого видео, Олегу 44 года, он занимается обычными исследованиями грунта, основное хобби политика, а в частности деятельность Путина. Когда-то давно он ему импонировал, но спустя какое-то время начал замечать за нашим президентом некоторые странности, которые, мягко говоря, ввели его в шок. Во-первых, каким-то необычайным образом Путин может на одной встрече быть на 10 сантиметров выше, а иногда и на 15, чем был за день до этого, сразу наводит на мысль, или это двойники, или качественная маскировка через каблуки на его туфлях, но скажу вам честно, Путин ходит уж слишком уверенно, на каблуках ходить быстро никак не получится. Ученому каким-то необычайным способом достался образец волос президента в 2003 году, он его, естественно, сохранил себе на память, и тут в 2020 году друзья решили снова сделать ему сюрприз, и коллеги по работе в другой области, и подарили ему остатки волос с головы президента для анализа. Хотели убедиться, что Путин и вправду настоящий. Анализ показал, что совпадение 0%, то есть волосы двух разных людей. Спешу сразу заметить, что генетический код остается прежним всю жизнь и из-за возраста никак не меняется, как и под влиянием других факторов. Зачем нас уже столько лет обманывают, непонятно. Теперь хочу рассказать вам, как об этом исследовании узнали люди из Кремля и поспешили уничтожить все доказательства. Олег пришел к своему начальнику и начал доказывать и показывать, на что начальник ответил: «Успокойся», и позвонил своему коллеге, чтобы тот приехал. Весь разговор обсуждался в кабинете. Олега попросили удалить и замять это дело, чтобы не было никаких проблем. Олег, естественно, отказался и пошел по совершенно другой статье «Использование государственного имущества в своих целях». Суд состоялся буквально на днях. Олега посадили на 3,5 года, как я уже ранее сообщал, под подписку о неразглашении материалов. Хочу теперь предоставить вам личное исследование на основе материалов, взятых из интернета. Вот почему я считаю, что Путина давно убили, и нами управляет совершенно другой человек. Доказательство того, что у власти двойники Путина. Уже на протяжении огромного количества лет СМИ пытаются провести тему двойников Путина. Кто-то на все 100% уверен в теории о потерянном президенте, а кто-то же считает это все выдумками. Какую сторону выбирать, решать исключительно вам. Что свидетельствует в пользу данной версии, и что является непосредственными доказательствами данной теории. Разница фотографий разных лет, как говорится, налицо, однако разница заключается вовсе не в том, что Владимир Владимирович медленно, но верно стареет, а в том, что его черты лица достаточно сильно видоизменяются, что не свойственно человеку даже с течением лет. В мировой истории такое явление, как двойник президента, встречалось не раз и не в одном государстве, поэтому назвать этот ход новинкой на политической арене достаточно трудно. Услуга клонов в большей степени используется исключительно в целях безопасности. В Российской Федерации существует мнение о том, что в истории государства присутствовал двойник Ельцина, но эта теория отошла на второй план с тех самых пор, как зародилась теория о двойниках нынешнего президента. Очень часто, для того чтобы понять, есть ли у Путина двойник, люди сопоставляют фото и видео, обладающие временной разницей, например, в один календарный год. Для большинства людей именно такой вид доказательств является достаточно убедительным. Если брать фотокарточки за последние 20 лет, то можно достаточно четко проследить аспект того, что формы черепа у одной и той же персоны разные. Они похожи, да, но все же незначительно отличаются. Контрольным доказательством принято считать наличие у старого президента родинки на левой щеке, которая последние годы чудесным образом сумела перебраться ближе к уху. Также доказательством можно считать феномен вездесущности Путина. Первые вопросы о двойниках появились после того, как был вскрыт факт присутствия главы нашего государства в двух местах одновременно.
Первую теорию более или же менее основанную на фактах принято исчислять от 2015 года, после того, как Владимир Владимирович сумел и побывать на заседании в Кремле, и съездил отдохнуть в Крым, точнее, одновременно выполнили эти два пункта. В качестве аргумента достаточно часто приводится факт того, что семейная жизнь президента Российской Федерации находится под секретом, что еще больше настораживает россиян. Если же россиян все-таки обманывают, в таком случае можно задаться вопросом о количестве этих двойников и кто же из них настоящий. Согласно некой таблице, в которой объяснятся все внешние изменения Путина, можно заявить, что у него всего лишь 6 двойников. На основе этих данных многие считают, что настоящий Путин уже давно покинул наш мир. Каждый из двойников обладает своим набором характеристик, которые в необходимой ситуации можно применить и выставить главу государства в выгодном для политической ситуации свете. Если же теория о двойниках является плодом больного воображения, то вполне реально объяснить все изменения с помощью пластики. Велика вероятность того, что президент все же лег под хирургический нож. Постоянная смена таких черт лица, как, например, морщины, трудно все же утверждать о вмешательстве хирургии. Некоторые эксперты и вовсе утверждают, что все изменения президента вполне закономерны и более чем реальны. Всему виной течение времени, которое неизбежно старит всех нас. Политологи также считают, что двойников Путина не существует. Разве что это реально в случае угрозы жизни президента, и то в роли спасителей выступают не двойники, а просто люди с максимально похожей внешностью. И все же, кто я руля государства? Теорий множество, однако правдой мы можем считать лишь то, что нам доподлинно известно. Друзья, прошу вас написать в комментариях мнение по увиденному и услышанному, также прошу подписаться на канал и поставить лайк, люди должны знать правду про нашу страну.